Всем привет! Сегодня я расскажу об одном из самых любимых растений для сада, просто находки для любого садовода, о шалфее дубравном, то есть лесном, многолетнем, зимостойком и потрясающе красивом, или, как его еще называют, сальвия. Это просто must-have. Это невероятное многолетнее растение должен иметь каждый садовод в своем саду. Сочетается шалфей практически со всеми растениями, дополняет, оттеняет, и даже несколько шалфеев одного сорта, посаженных большим массивом, смотрятся просто потрясающе. Если вам нравится натуральный природный сад, шалфей окажется просто находкой для вас. Да и в садах любого стиля он будет смотреться великолепно. А уж если вы розовод, то 100% будете довольны этим растением. Это нереально красивый компаньон для роз наряду с лавандой. Но лаванда менее морозостойкая, и у многих не получается ее выращивать. И вот тогда шалфей приходит на выручку. И вы знаете, у меня растут и шалфеи, и лаванда, и вот мне все-таки больше нравится сочетание с розами именно шалфея. Их дуэт получается ярче, насыщеннее. Лаванда дает большую легкость, воздушность. Я говорю за сорт лаванды Манстед, который растет у меня в саду, потому что она морозостойка. Не морозостойкие сорта я даже не сажала. Знаю, что есть более яркие сорта, но с ними больше возни, нужно укрытие. Я в последнее время стараюсь упростить себе жизнь, упростить работу в саду, потому что времени катастрофически не хватает. Так вот, эта воздушность лаванды тоже хороша, с розами получается очень нежное, изысканное сочетание. И в некоторых случаях она незаменима. Все-таки сочетание роз и лаванды – это классика. Так что выбрать в компаньоны к розам лаванду или шалфей – это исключительно зависит от вашего вкуса, того, какого эффекта вы хотите добиться, ну и зависит от климатической зоны, в которой вы живете. По возможности я бы посоветовала использовать у себя в саду и лаванду, и шалфей. Они цветут в разное время. Сначала у меня в саду зацветают шалфеи, а затем зацветает лаванда. Для меня важно знать такую особенность, потому что у меня первыми зацветают розы Дэвида Остина. Зацветают они одновременно с шалфеями. Лаванда в это время еще не успевает зацвести. А вот другие розы зацветают позже Остина, к неделе на 2-3, и как раз в это время распускается лаванда. Но если лаванда у вас не растет, не расстраивайтесь ни капельки, потому что шалфей возьмет на себя ее роль. Это отличное и неприхотливое растение, которое может полностью заменить собой лаванду. Существует огромное количество видов и сортов шалфея. Существуют шалфеи, которые используются в медицине, другие шалфеи используются в кулинарии. Ну а нас в данном случае интересуют шалфеи с декоративной точки зрения. Нам надо украсить наш участок, сад, поэтому сакцентируемся на этом. И, конечно же, нам, садоводам, что нужно? Чтобы растение было беспроблемным, морозостойким, неболезненным и многолетним, чтобы не нужно было каждый год заниматься посадкой. Поэтому расскажу сегодня о многолетних морозостойких, красиво цветущих, беспроблемных сортах шалфея. Или, как еще называют это невероятное растение, сальвия. Сальвия, кстати, с латинского переводится как «быть здоровым». Я не буду рассказывать обо всех видах, потому что хочу посоветовать вам самые лучшие сорта именно многолетнего шалфея. Какой смысл круглосуточно работать в саду, сажать однолетние растения, когда есть не уступающие, даже наоборот, превосходящие по красоте многолетние растения, которые посадил и забыл, а они радуют своей красотой. Если вы будете с утра до ночи работать в саду, то времени у вас может не остаться, чтобы насладиться красотой, которую вы создали. Тогда какой смысл во всем этом? Старайтесь всеми доступными средствами упростить работу в саду, уменьшить объем работы. Так что в этом видео я вам расскажу именно о дубравном, то есть лесном шалфее, многолетним и очень декоративным. Именно этот дубравный шалфей различных сортов растет у меня в саду уже много лет. Так что у меня сложилось о нем мнение, я вижу его достоинства и недостатки, сложилась определенная схема ухода за ним, и далее в этом видео я с вами всем этим поделюсь.
В естественных условиях место обитания дубравного шалфея – это опушки лесов, луга и степные склоны. Выдерживает мороз до минус 30 градусов. Я живу в Московской области и ничем свои шалфеи не укрываю. Они прекрасно зимуют. Верхняя часть побегов зимой отмирает, а весной он вновь выходит из земли, поэтому поздней осенью я полностью срезаю всю верхнюю часть на уровне земли. В высоту шалфеи могут достигать 1 метра, но чаще все-таки 50-70 сантиметров, большинство сортов. Соцветия могут быть до 40 сантиметров в длину, в зависимости также от сорта. Сальвия может расти на одном месте до 10 лет. Цветет шалфей все лето с небольшими перерывами. Тут опять-таки все зависит от конкретного сорта. Шалфей очень хорошо будет расти на суглинистой почве средней кислотности pH 6,5. Но в принципе к почве он не требователен. Для выращивания подойдет как универсальная почвосмесь, так и обычная садовая земля. Главное, чтобы не было высоких грунтовых вод. Нужно помнить, что шалфей засухоустойчив и переувлажнение для него опасно. Так что с поливом не переборщите. Если дождей нет и очень жарко, то поливайте его раз в неделю. Шалфей светолюбив, так что выбирайте место для посадки хорошо освещенное и прогреваемое солнцем. Кустики, растущие на солнце, будут развиваться быстрее, будут более пышными, декоративными и цвести будут обильнее. В паутине у меня тоже растут, но выглядят не такими крепкими, как те, что на солнышке. Если сажаете сразу несколько кустиков, то помните, что шалфей быстро разрастается, поэтому не сажайте их уж очень близко друг к другу. Поскольку существует огромное количество сортов шалфея и, соответственно, высота у всех разная, от 20 сантиметров и до метра, то и расстояние от одного кустика до другого будет различаться. Но в среднем схема посадки 50 на 50 сантиметров. Как ухаживать за шалфеем? Это полив только в сильную жару и если нет дождей. Поливать утром или вечером, когда нет прямых солнечных лучей, чтобы не обжечь листочки и для того, чтобы влага сразу не испарялась, чтобы кустик успел напитаться водой. После полива нужно порыхлить землю вокруг него, чтобы обеспечить корни кислородом и убрать сорняки, чтобы они не отнимали у шалфея питательные вещества и не мешали ему развиваться. Но все это нужно в том случае, если куст шалфея у вас не замульчирован. У меня все замульчировано, и я со своими шалфеями ничего из этого не делаю, так что советую вам сразу замульчировать и избавиться от этих вот лишних манипуляций. Теперь о подкормке. По весне кустик можно подкормить азотным удобрением, чтобы он лучше наращивал зеленую массу. Но излишнее удобрение почвы приведет к тому, что зеленая часть куста будет развиваться хорошо, а вот соцветия будут мелкими и невзрачными. Признаюсь вам, я шалфеи вообще не удобряю. Рядом растут розы, так что им может что-то случайно перепадает, но специально я их не удобряю. Теперь про обрезку. Она нужна, чтобы кустик шалфея имел красивую форму и цвел обильнее и чаще. Без обрезки шалфей вытянется, будет разваливаться. А обрезка провоцирует пробуждение и рост боковых почек. То есть шалфей нарастит новые побеги, станет шире и пышнее. После цветения куст можно обрезать примерно на 15 сантиметров от земли. Он после этого снова отрастет и зацветет. Пока шалфей в принципе цветет, но какие-то отдельные колоски уже отцвели, то их лучше удалять, и вы тем самым продлите его цветение. Но если у вас нет времени или сил, чтобы обрезать каждое соцветие, то ничего страшного. Вы можете просто обрезать целиком весь кустик, как я уже сказала, на 15 сантиметров от земли, и он прекрасно отрастет и зацветет. Шалфей, кстати, это отличный медонос. Он будет привлекать пчел в ваш сад, так что это еще его один большой плюс. Посмотрите, какие труженицы. Такое приятное жужжание при этом издают. Как размножить шалфей?
Шалфей можно размножить семенами, можно размножить делением куста, либо черенкованием, либо воздушными отводками. На мой взгляд, самый простой способ – это семенами. Мои кустики сами насеиваются, и вокруг них подрастают малыши. Я их просто выкапываю и пересаживаю либо в горшок, если мне надо кому-то подарить, либо сразу в сад в нужное место. Вредители на шалфея особо не нападают, и болезней я не замечала. Причиной проблем может быть неправильный уход. Если большая влажность, застой воды в почве, то может образовываться плесень. В таком случае, как только вы увидите эту плесень, то опрысните раствором серы и отведите лишнюю воду. А если шалфеи очень плотно посажены, то на них могут напасть слизни или паутинные клещи. Так что не загущайте посадки и следите за тем, чтобы не было переизбытка влаги. Теперь давайте пробежимся по самым известным сортам и при этом тем, которые цветут все лето. Конечно, не стоит ожидать, что все лето они простоят вот такими пышными и яркими кустиками. Они все равно берут паузу, то есть цветут волнами. Но в промежутках между волнами все равно распускаются колоски, но их не так много. Самое пышное цветение у шалфеев в начале лета, но повторное цветение тоже весьма хорошее. У моих шалфеев таких волн за лето около 3, и благодаря обрезке они продолжают цвести и в сентябре, и в октябре, и до самых заморозков. Осенью цветение, конечно, жиденькое по сравнению с летним, но оно есть. Шалфей Остфризланд. Цвет у него темно-фиолетовый с синим, диаметр кустика 30 см и высота до 70 см, соцветие при этом около 20-30 см в высоту. Аметист, цветки у него сиренево-розовые, сам кустик 60 см и соцветие 20-40 см. Маркус. Цветки темно-фиолетовые. Это низкорослый сорт шалфея. Высота у него 25-30 сантиметров. И он хорош тем, что мало разваливается, то есть он хорошо держит форму. Шнейхюгель – это белый сорт шалфея. Высотой он 60 сантиметров, соцветие 20-40 сантиметров. Цветет он с июня и до самых заморозков, не переставая. Роуз Куин, глазки розовые, высота кустика 30-60 см и соцветие у него 20-40 см в высоту. Цветет он с июня и до начала сентября. Блаукениген, высота 60 см и соцветие также у него 20-40 см в высоту. Цвет фиолетово-синий. Цветет он с конца июня и до начала сентября. Майнахт. Цвет фиолетово-синий, высота стеблей 30-60 см и соцветие 20-40 см. Цветет он с конца июня до начала сентября. Швелленбург. Высота 30-50 и у него пурпурно-розовые соцветия. Шалфей Блаухюгель. Высота у него 40-80 см, соцветия фиолетовые. Еще один эффектный сорт – это Карадонна. Высота куста 60 см, соцветия 20-40 и диаметр куста 70 см. Помимо этих сортов существует еще огромное множество шалфеев различных оттенков синего, фиолетового, розового, белого цветов. И также по размеру можно подобрать подходящий для ваших условий. В ландшафтном дизайне шалфей применяется очень широко. Прекрасно смотрится он с розами, с лилиями, с ромашками. Очень мне нравится сочетание шалфея и всевозможных злаков. Также будет очень красиво смотреться монопосадкой большим массивом. Это невероятно красивое зрелище. Можно взять один сорт и высадить бордюром. Отлично смотрится на фоне декоративных камней. Шалфей можно выращивать еще и в контейнере. В миксбордерах отлично он подчеркивает и оттеняет другие растения. Я сейчас думала, с какими растениями шалфей не сочетается. И вы знаете, не нашла таких, что я могу сказать, он шикарен в любом исполнении. Единственный недостаток, который меня очень сильно расстраивает, это то, что шалфеи плохо держат форму. В первое цветение они выглядят великолепно, потом проходит дождь, ветер, и они разваливаются. Я вам часто говорю, что не люблю растения,
растения, которые не держат свою форму, и я стараюсь их не сажать. Но в случае с шалфеем я готова мириться с этим минусом. Это то растение, от которого я не откажусь ни за что. Что делать с тем, что шалфеи разваливаются? Я вижу 3 выхода из этой ситуации. Первый – это просто смириться. Второй – сажать их по несколько штук вместе, чтобы они как бы поддерживали друг друга, либо придумать какие-то, может быть, кустодержатели. А третий способ – это просто обрезать их после первой волны цветения или после второй, чтобы они заново формировали нормальный куст. Буду очень благодарна, если в комментариях к видео подскажете, как вы справляетесь с такой проблемой, поделитесь своими хитростями. И мне будет интересно узнать ваше мнение о шалфеях, нравятся ли они вам, сочетание шалфея с какими растениями, на ваш взгляд, самое эффектное, красивое, милое. Какие сорта растут у вас и какие из них самые любимые. Как всегда, буду очень рада вашим комментариям. Надеюсь, информация была для вас интересной, полезной. Я вас очень люблю, целую, желаю прекрасного настроения. Всем пока-пока.